Путин готовит новый Советский Союз. Страшилка Зеленского для Запада. Оружейная выставка, авиабаза в Василькове. Удар прямо по офицерам НАТО. Пацанские договоренности провалились. Лавров вскрыл, что было в Анкоридже. Мощный удар по Славянску. Склады украинской армии, взрывы такой силы, что дрожала земля. Приветствую всех. На дворе 25 июля и по традиции главные события дня в одном выпуске. Больше материалов в Телеграме, ссылка ниже. Лайк, подписка и начинаем. Начнем с Зеленского. Он снова вышел на западную аудиторию, на этот раз в интервью американской журналистке Лауре Лумер. И снова тот же прием – доказать зрителям, что помощь Киеву – это правильный выбор Запада. Аргумент по сути все тот же – страшилка про имперские амбиции Путина. По версии Зеленского, планы Кремля простираются далеко за пределы Украины. Он уверяет, российское руководство одержимо идеей вернуть Советский Союз. А это, мол, прямая угроза уже американскому образу жизни. Они, знаете ли, пытались нас оккупировать. Они хотели воссоздать СССР, Советский Союз. Я думаю, что, между нами говоря, Советский Союз – самый опасный враг для Соединенных Штатов. Не только для вашей демократии, образа жизни, всего того, о чем вы говорили. Для частного сектора, бизнеса и так далее. Так было на протяжении 70 лет, и так будет продолжаться. Дальше больше. Здесь Зеленский разворачивает главный козырь для американского зрителя. Он рисует картину, где на месте Советского Союза вырастает новый гигант. И этот гигант пошатнет само лидерство Вашингтона. Расчет понятен. Напугать простого американца тем, что дело касается уже не Киева, а его собственного кошелька и его собственной страны. И, по сути, весь посыл сводится к одному. Платите, пока не поздно. Если они ее реализуют. Я имею в виду, если у них будет Советский Союз, то вы получите Китай и Советский Союз, самую большую империю, самую большую армию в мире. И они будут намного сильнее Соединенных Штатов. И это будет опасно для вас. Себя же украинский лидер скромно назвал «стеной». Той самой, что якобы в одиночку сдерживает эти имперские мечты и спасает стабильность западного бизнеса. А затем фирменный разворот. Всю ответственность за продолжение боевых действий Зеленский аккуратно перекладывает на Москву. Мол, Киев компромиссом готов, к прекращению огня готов, а вот Россия навстречу не идет. Я думаю, что президент прекрасно понимает, кто на самом деле не хочет прекращать войну. Я так думаю. Значит, он понял, что мы хотим остановить войну, что мы действительно хотим мира. Раньше было много голосов, утверждавших, что Украина не хочет прекращать войну. Если завтра мы сможем остановить войну и добиться прекращения огня, это будет лучше, чем воевать 10-20 лет. Ради победы, ценой жизни своих людей. И вот кульминация. Зеленский заявляет, что готов подписать мирное соглашение фактически на любых условиях, которые предложит Трамп. Звучит красиво, но за этой гибкостью прячется одна деталь. В Соединенные Штаты он лететь готов, хоть в овальный кабинет, хоть в Мар-а-Лаго. А вот от встречи с Путиным в Москве отказывается наотрез. Да, я готов. Я всегда говорил президенту Трампу, что готов приехать в Соединенные Штаты в овальный кабинет или в Мар-а-Лаго. Важно когда, а не где. И вот вопрос. Вы правда верите, что человек, который бежит от прямого разговора, действительно ищет мир? Вспомните Аляску. Там Зеленский уже отказался от мирной инициативы Трампа. По сути, это и есть цена всем его словам о миролюбии. В итоге тактика прежняя. Пугать Запад красной угрозой, клясться в миролюбии и при этом любые переговоры замыкать исключительно на Белый дом. Лишь бы не садиться за прямой стол в Москве. Идем дальше, и здесь картина куда жестче. Удар пришелся по Киеву. Именно там в этот момент проходила выставка военной техники и вооружений. Организатор – украинский производитель оборонной продукции First Contact. На площадке было выставлено самое интересное – беспилотники украинского производства, дроны зарубежных поставщиков. Фактически витрина всего, чем сегодня живет оборонка. Собрались ведущие игроки отрасли. И по сути в одном месте оказалось все сразу. По имеющимся данным, основной целью был не сам выставочный павильон. Прилет нацеливался на авиабазу в Василькове, а там в тот момент шли учения и демонстрация вооружений с участием командного состава. И вот здесь появляется деталь, которую в Киеве вслух проговаривать не спешат. Поступают сообщения о том, что среди тех, кто оказался в зоне удара, были выведены из строя 2 высокопрофильных офицера стран НАТО. Подчеркну, это данные, которые сейчас расходятся по сводкам, и официального подтверждения по иностранным военным пока нет. А вот сам факт удара Киев уже признал. Украинская сторона подтвердила.
В Киевской области нанесен ракетный удар по объекту, где находились представители оборонной промышленности. Следом пошел вал сообщений и от украинских военных. Они тоже фиксируют прилет. Если это была всего лишь случайная выставка, почему тогда удар лег с такой хирургической точностью в самый ее центр? Совпадения в таких вещах случаются редко. По сути, картина складывается одна. В одной точке сошлись производители дронов, командный состав и, судя по сообщениям, иностранные военные. И именно в эту точку и пришелся удар, в самую гущу. Идем дальше. И вот здесь по-настоящему интересно. Все громкие обещания Дональда Трампа завершить конфликт на Украине по сути рассыпались, а глава МИД России Сергей Лавров решил приоткрыть кухню и рассказал, как на самом деле развивался закулисный дипломатический трек. И почему мирные инициативы Вашингтона оказались фактически под замком. Начнем с главного. Как выяснилось, обсуждение компромиссов запустила сама американская сторона. Администрация Трампа привезла на встречу в Анкоридж готовый план, а Москва, поразмыслив, приняла его как основу для остановки боевых действий. Трамп при этом был абсолютно уверен в одном, что полностью держит Киев в руках, и заверил, что Зеленский беспрекословно выполнит любые директивы Штатов. Президент Трамп, я не выдумал большую тайну, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссное, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса. Но он добавил, что Зеленский сделает то, что я предложил. Но вот не получилось сделать. Звучало солидно, но на деле все пошло совсем не так. Вместо того, чтобы выполнять американские указания, Зеленский оказался под жесточайшим давлением Евросоюза. Европейские лидеры вложили в этот конфликт колоссальные деньги и репутацию, и отступать они не намерены. Сразу после Аляски представители Европы экстренно рванули в Вашингтон, блокировать любые договоренности о мире. Логика проста. Ни Европе, ни радикальному крылу в самой Америке прекращение огня попросту невыгодно. Под этим давлением Зеленский отверг предложенные компромиссы, а саммит Большой Семерки окончательно закрепил отказ Запада от дипломатии. Предложение Дональда Трампа провалилось, потому что Украина сказала, что мы не будем ничего делать, потому что Евросоюз сказал, что не надо никакого Анкориджа. Они же туда, в Вашингтон, сразу после встречи на Аляске поехали и долго-долго обрабатывали американскую администрацию. Дальше еще жестче. Запад отказывается от любых договоренностей, потому что реальная цель не мир, а стратегическое поражение России. Именно поэтому, несмотря на крах планов Трампа, Евросоюз и не думает останавливать поставки. Оружие, беспилотники, передовые технологии идут потоком. Такое высокомерное, даже презрительное отторжение американских предложений происходит не в малой степени, потому что Зеленскому накачивают оружие, но в огромных количествах поставляют дроны, которые не пытаются подорвать стабильность Российской Федерации, атакуют мирных граждан и гражданские цели. И в значительной степени частью вот этой поддержки Зеленского является американская помощь. И не только в связи с тем, что они продают оружие Евросоюзу, а Евросоюз потом направляет его в Украину, но еще и тем, что американцы предоставляют разведывательные данные, Starlink работа, технологии высокие, которые необходимо уметь применять на поле боя, то, что там не случайно оказывается. Вот такая ситуация. Европейские и американские элиты сделали ставку на продолжение конфликта, а Лавров подытожил: Россия остается открытой к честному политико-дипломатическому урегулированию, но задачи на поле боя продолжит выполнять последовательно и до конца. Славянск. Серьезный удар пришелся именно сюда. Местные жители сразу заговорили об одном – о взрывах. Причем мощность была такая, что слышала вся округа. Не отдельный район, не тихая окраина. Накрыло так, что грохот разошелся по всему городу. Люди выскакивали на улицы, снимали на телефоны, писали в местные чаты. И везде одно и то же слово – мощно. Такие кадры расходятся по сети быстрее любых официальных сводок. По имеющимся данным, авиаудар пришелся по складским помещениям украинской армии, а там, судя по сообщениям, хранилось военное имущество. Именно склады сегодня становятся тем самым узким горлышком, через которое проходит снабжение фронта, и бьют, как правило, именно по ним.
И вот здесь начинается самое показательное. По словам очевидцев, прилеты были такой силы, что под ногами буквально дрожала земля. Люди, живущие тут не первый год и повидавшие уже многое, признаются честно, настолько мощных взрывов здесь еще не слышали. И вот вопрос к вам. Как думаете, что должно храниться на обычном складе, чтобы одна детонация сотрясала целый город? Ответ, кажется, лежит на поверхности. Если после прилета по складским помещениям земля ходит ходуном, а вторичные взрывы слышно за километры, значит там было далеко не рядовое имущество. И именно такие эпизоды, без громких заявлений и пресс-конференций, зачастую говорят о происходящем куда больше, чем любые официальные сводки. За этим складом, похоже, стояло что-то куда серьезнее ящиков с формой и сухпайком. Вопросов, как обычно, больше, чем ответов. Ну а теперь давайте подведем итоги сегодняшнего дня. Зеленский с трибуны западных медиа снова пугает Америку красной угрозой и воскрешением Советского Союза. Но за этой риторикой прячется все та же просьба – платите и дальше. Под Киевом удар накрыл оружейную выставку и авиабазу в Василькове, где шла демонстрация вооружений с офицерами НАТО. Лавров приоткрыл кухню Анкориджа. План по остановке боевых действий привез сам Вашингтон, а Зеленский отказался под давлением Европы. А в Славянске прилет по складам украинской армии был такой силы, что дрожала земля. События набирают обороты, и все мы ждем мира над головой. Ну а что обо всем этом думаете вы? Напишите в комментариях. Лайк и подписка – лучшая поддержка канала. А все важное в моем телеграме. Ссылка под роликом. С вами был Медиашот, скоро увидимся. Всем пока.